Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной разобрать эту кучу украшений на проволоке, на проволочных вот таких жгутах. Особенность этих украшений в том, что их нужно правильно хранить перед тем, как надеть. Поэтому будем разбирать, что-то интересное здесь найдем. У меня вот целая куча этих украшений. Да, эти украшения были куплены в разное время. Что-то из этого я вам показывала, что-то не показывала. В общем, будем разбираться. Конечно, украшения лучше всего на стенде, да, их рассматривать. Ну, в общем-то, по возможности буду вам показывать их подробно. Сейчас все это в сторону убираю и буду брать по одному украшению. Первое украшение, которое хотелось мне вам показать, это украшение, которое я люблю. Бисер в таких природных оттенках собран, разного размера бисерины. Очень красивые на самом деле украшения. Использую я его часто в образах. Кстати, в совсем последнее, вернее, видео, которое вышло на моем канале про одежду из секонд-хенда, я использовала именно вот это украшение. Сейчас, минутку, расправлю вам. Показываю. Да, кому интересно посмотреть мои другие каналы, можете посмотреть. Ссылки оставлю в первом закрепленном комментарии. Это канал про одежду из секонд-хенда, какие бренды я там нахожу и как использую бижутерию, украшения, которые винтажные. И мой основной большой канал — это по уходу за собой, за кожей, за лицом в домашних условиях. В общем, тоже можете зайти и посмотреть, кому, возможно, та тема тоже будет интересна. Вот при полной раскладке это украшение вот так выглядит. Красиво свисает. Можно регулировать длину. Здесь вот есть удлинительная цепочка. В общем, вот такое классное украшение. Так, следующее украшение — это вот такое колье, кулон. Здесь какой-то натуральный камень из натурального камня, тоже на проволоке. Ну, проволока такого же оттенка, как и сами камни. Такое интересное стеклянное украшение. Так, сюда буду убирать. Так, следующее. Они путаются, кстати. Вот их хранить тоже это еще уметь надо. Следующее колье тоже здесь собраны черные нити, черные бусины, стеклянные, с огранкой, очень красивые. И мне кажется, что вот эти вот бусины, они серебряные. Тоже в раскладке очень хорошо это колье смотрится. Так буду показывать. Опять есть удлинительная цепочка. В общем, классная вещица, ну, очень нежненькая. Так, следующего тогда буду удобно. Так удобнее. Следующее колье — это вот такое. Колье, обратная сторона сразу показалась, потертая. Обратная сторона. Но сам кулон очень красивый. Это натуральный камень, кошачий глаз. И очень красив и сам кулон. Очень такой необычный цвет. И бусины тоже в этом же оттенке. Ну, кулон очень такой необычный, красивый и приятный. Конечно, есть вот следы износа. Здесь потертость, но тем не менее кулон этот все равно в этой форме. Он как бы все равно классно смотрится, тоже надеваю его часто. И необычный оттенок вот кошачьего глаза тоже привлекает внимание. Такой, ну, сложный цвет. Тоже это колье ношу, люблю. Так, следующее колье. Это вот такая вещица, очень нежная. Вот на теле, на коже заметны лишь только сами вот эти бусины. Они закреплены, то есть их нельзя перемещать, двигать. Вот эти бусины тоже очень красивые, с подсветкой как будто бы. И в таком леопардовом стиле, с леопардовым принтом.
И видите, как хаотично расположены. Причем вот сама вот эта тончайшая проволока, она на теле не видна, а видны лишь именно вот эти вот детали. И они очень яркие. И, вы знаете, так хаотично собрано, как будто это планеты, да, как будто это орбиты каких-то планет. Думаю, что вот так вот. Вот здесь вот, кстати, натуральная жемчужина тонированная. Здесь стеклянные бусины и металлические. Тоже вот это колье ношу. Кстати, про него что-то я подзабыла. И, в общем-то, хорошо, что начала разбор именно этих украшений. Если будет маркировка, буду вам ее показывать, но, во всяком случае, вот в этих украшениях пока маркировки не встречала. Следующее колье. Вот с таким кулоном. Уже прям колье натуральное с кулоном. И это тоже все на проволоке. Сам кулон очень красивый, с глиотисом. Красивый оттенок. Яркий кулон. И выглядит очень хорошо. Обратная сторона вот так. Тоже глиотис здесь просвечивается, открытый. И здесь вставки бусины из кошачьего глаза, эффект кошачьего глаза. Вот такое вот классное колье с кулоном в таком стиле этника. Тоже смотрится хорошо. И здесь тоже маркировки нет. На таких вот прям жгутиках. Красивое колье, красивый кулон. И он такой крупный, эффектный. В общем, незамеченным точно не останется. И сложный цвет. Кстати, здесь вот эмаль и техника гильёж. Видите, рисунок по металлу, затем залито только эмалью. На самом деле сам кулон непростой. Тут и гильотис, и гильёж, вот эта вот техника. И эмаль очень красивая. Думаю, что этот кулон винтажный. Думаю, что он относится к 80-м годам, может быть, 70-м. Но маркировки нет. И он такой крупный. Так, сказала, маркировки нет и засомневалась. Ну, вот такое. Вот такое. Следующее колье. Вот так выглядит. И на первый взгляд минимализм. Так вот все лаконично, но очень качественно выполнены сами вот эти элементы. Здесь есть и чеканка, что мне очень нравится в украшениях. Здесь есть и эмаль такого оттенка сложного, но это эмаль как будто бы с каким-то оттенком, либо прозрачная, и оттенок металла так просвечивается красиво. Ну и, конечно же, центральные вот эти вставки, черная эмаль, очень красиво смотрится. Обратная сторона, мне кажется, что здесь либо посеребрение какое-то есть, но, во всяком случае, маркировки не вижу на самой застежке. Либо могу ошибаться. Ну нет, на застежке точно нет. Здесь есть как бы покраснение металла. И особенность вот этого непосредственно колье в том, что оно очень хорошо ложится по шейке. То есть вот прям по форме выкладка очень хорошая. Как все украшения, скажем, сплошные. А здесь вот они немножко как так расположены, что немножко как чокер ложится. Это украшение очень эффектное, очень люблю. Ну, такое лаконичное, прям стильная вещица, хотя и вот винтажная. Думаю, что это 70-е годы. Следующее украшение, которое тоже как-то похоже. Так, здесь целых 2 украшения, мои дорогие. Давайте распутывайтесь. Вот они похожи, предыдущие украшения. И вот это своей, скажем, вот этой вот лаконичностью. Опять-таки вот такие, как с техники чеканки, монетки. Уже в другой технике они прикреплены. И бусины тоже хаотично расположены.
Сами монетки тоже, они закреплены, они не двигаются. И опять-таки вот на коже выглядит очень хорошо. Самой этой проволочки не видно, и как будто вот эти монетки в висячем положении находятся. Тоже такое украшение довольно стильное и вполне современное, хотя это винтажное украшение, думаю, что это 70-е годы. Вот такая вещица. Ну, кстати, вот подобные украшения хорошо использовать в стиле бохо одежды, хорошо их как бы стилизует. Так, следующее колье тоже в этой же технике, тоже на проволочке, но уже немножко, как говорится, смысл другой. Натуральный камень. Ой, натуральный камень. Не знаю название, кто знает, напишите. Бусины из этого же камня. И застежка медная. Тоже маркировки нет. Но такое тоже лаконичное. Видите, немножко полежало и уже как бы форму потерял. Думаю, как-то вот так. Чтобы более симметрично, да, расположилось сам центральный вот этот вот кулончик. Такое лаконичное, но стильное украшение. В летнее время на коже, на загорелой коже тоже хорошо выглядит. Здесь вот такой кристаллик, который сверкает, поблескивает. Такое очень лаконичное украшение. Так, следующее украшение. Так, минуточку. Здесь все опять запуталось. Так, вот такое колье. Шарики, просто шарики. Здесь тоже нет маркировки, по-моему, да. И это колье с серебряными бусинами. Бусины стеклянные, тяжелые и необычные. Именно вот тут вот вижу сдвиг бусины. Вот эти бусины, они сборные. То есть со стразами бусинки, они сборные. Здесь вот видите, как вставлены, как пазы вставить на место. Очень красивые кристаллы. И вот это вот поблескивание тоже эффектно смотрится. Тоже как будто бы вот эти вот жемчужины в подвешенном состоянии. Здесь смешаны сами жемчужины с бусинами в металлическом оттенке. Думаю, что жемчужины не натуральные, а стеклянные. Ну, хотя могу ошибаться. Здесь вот жемчужина очень похожа на натуральную. Металлические. Такие бусины тоже иногда надеваю, но оно ярко выглядит, ярко смотрится. Хотя вот такое, на первый взгляд, очень простое украшение, но интересное. Тоже иногда надеваю. Так, следующее украшение. Сейчас, минуточку. Зацепилась. Освободить его нужно. Так. Вот на этих проволоках, конечно, хранить эти украшения очень неудобно. Так, следующее украшение. Это украшение из натуральных камней. Очень красиво. По-моему, здесь есть маркировка. Так, могу ошибаться. Сейчас нужно распределить, расправить это украшение в полной красе, вам его показать, потому что украшение действительно классное. Достойно. Здесь вот что-то зацепилось. Так, все. С удлинительной цепочкой. Все закрыли. И посмотрите, какая это красота. Здесь тоже все зацепилось. Вся красота. То есть смысл в том, что, вот видите, нужно, чтобы немножко отвисло украшение. Трехрядная. И это натуральные камушки. Сейчас вот так повесим, чтобы было понятно. И такие кристаллики изумрудные, они вот как бы двигаются в движении, да, и поблескивают, как будто бы это капельки росы
Очень красивое украшение. Надо, чтобы оно немножко повисело. Такие красивые натуральные камушки. Ну и крошка, мелкие камни. Но выглядит оно, украшение очень хорошо. Нежненько. Нежное такое, нежнейшее украшение. Классненько смотрится. Так, а мы идем дальше. Следующее украшение на проволоке тоже, но оно такое изящное. Вот тоже, если представить, что самой вот этой проволоки практически не видно. Да, здесь, кстати, есть маркировка. И это Леа София. Сейчас покажу вам маркировочку. Леа София, американская компания, которая производит украшения высокого качества. И это, конечно, видно, заметно. Люблю я от Леа София украшения. Здесь вполне себе, да, кстати, компания Леа София в производстве своих украшений использовала и натуральные камни, и благородные металлы драгоценные, но не знаю по поводу конкретно этого украшения. На самом кулоне тоже есть маркировка Леа София. И очень она изящная. Это подвесочка. Мне кажется, что это стекло. Может быть, натуральный какой-то камень. Может быть, агат. Не буду гадать, вас в заблуждение вводить. Есть такой кристаллик голубоватый, что дает этому украшению, этому кулону голубой какой-то оттенок. Хотя вот сам камень черный, может быть, даже темно-синий, но вот когда рядом такой сверкающий кристалл, и такое впечатление, что и центральный камень тоже с голубым оттенком. Ну, вообще, как бы это темно-синий цвет, ну, как в черный тоже может выглядеть. Так, следующее колье, которое в этой куче у меня располагалось, это вот такое колье, тоже на проволоке. Тоже вот представить, что на теле не видно, на коже, на шее не видно будет вот самой вот этой проволочки. Она такая тонкая и вообще практически незаметная. А то, что будут видны лишь вот такие классные кристаллы. Посмотрите, кристаллы эти очень интересно выполнены. То есть вот фиолетовый, ярко-фиолетовый кристалл, это все стекло, выполнены с такой огранкой, что перелив невероятный. С каждым малейшим поворотом меняется цвет и появляется такое сверкание. А вот эти темные стеклянные кристаллы, они вот выполнены таким образом. То есть вот одна сторона у них гладкая, но гладкая с какими-то прожилками, напоминает леденцы какие-то. Мелкие вот так выполнены. Но обратная сторона тоже с огранкой. Я даже не знаю, какая из этих сторон лицевая, какая изнаночная. Думаю, и тот вариант выглядит здорово. Ну и такие вот монетки тоже стеклянные и бусины. Вот такое колье тоже надеваю часто. Очень здорово смотрится именно в летних каких-то нарядах, когда хочется какой-то оттенок одежды поддержать. Вот те украшения на проволоке, которые я планирую носить этим летом, вам сегодня показала. В следующем видео покажу вам все украшения из натуральных камней. Тоже посмотрите, думаю, что вам будет тоже интересно. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.